The question was, congratulations on the second win in a row. The most important thing was to score 3 points for the team, and still we see a lot of criticism in the media. The coach responds by asking what kind of criticism. Ну, спасибо, да. Задачу минимум. Мы сказали, думаю, что многим 7 очков будут после 3 матчей. Многие подписались под этим. И поэтому задача минимум, наверное, на этом этапе ребята выполнили. То, что есть трудности, да, естественно, они есть, конечно же. То, что хочется лучше, конечно, хочется. Есть, что есть, с тем временем, которое было у ребят для подготовки к этим играм. Более-менее, прежде всего, касается результата, более-менее результат не самый плохой, так скажем. Thank you. Congratulations. I think we got 7 points out of 3 games, and that's the least we could do. I think many would agree with that. There are still some difficulties, but I think we can do better, and we just have what we have. It was difficult to do more with the limited time that we had. Валерий Георгиевич, но не слишком ли нервная победа для матча с таким соперником? Would you say this victory was too nervous, considering that we played a much weaker opponent? Слишком нервный, да. I agree. I would say it was too nervous. Добрый вечер, Максим Пахомов, чемпионат.ком. Ну, тоже присоединяюсь к поздравлениям с победой. Если чуть поконкретнее, да, вот звучали уже про критику немножко, по претензии, про нервную победу. С чем связываете, вот, ну, во-первых, достаточно большое количество моментов у наших ворот, да, это несыгранность обороны или Мальта действительно так хороша. Во-вторых, была некая, как показалось, сумбурность в атаке. Было заметно, что вы, наверное, хотели освежить игру заменами, да, после перерыва еще дальше отодвинуть. Мальта подустала, но вот до 60-70 минут казалось, что вот прям еще прям тоненько-тоненько, что может порваться. Не было ли такого ощущения и с чем связаны эти проблемы? Это просто неготовность, несыгранность. Let's talk a little bit more specifically now. We mentioned criticism, and that you said yourself that the victory was too nervous. The opponents had a lot of chances to score against our team. Do you think it is a problem with our defenders, or maybe Malta is so strong? And as far as our forwards are concerned, it seemed that at times that they were not too well organized. You tried to refresh their performance by introducing some substitutions, and Malta players were tired toward the end of the game. Around the 60th or 70th minutes, there were some chances. So what do you think about this, and where the problem lies? Ну, честно говоря, на тоненького, наверное, не соглашусь. Моменты. Вы говорите про моменты. Момент был в первом тайме, который сами себе назад покатили вратарю. Перехват был. И второй момент, который был, когда Гильермо после диагональной передачи была передача скидка в штрафную, и Гильермо потащил больше моментов. Напомню, ну просто я, может быть, не помню. Так как в запаре, может быть, не помню. Напомните мне еще моменты, если были какие-то у Мальты. Скорее, наверное, подходы так. Ну, подходы. У нас было в 1000 раз больше подходов. Не в 1000, ну в 10 раз больше подходов, которые мы не реализовали. Не исполнили, наверное, так скажем. Где-то не хватило последней передачи, где-то спокойствия не хватило. Те моменты, которые гол забили, опять же, после там, прессинга, который отрабатывали, после прессинга отбирали много мячей в чужой половине поля, потом дальше не использовали это пространство, которое было. I won't agree that they had a lot of chances to score against us. I think there was just
one particular episode in the first half after our player played the ball back awkwardly, and then there was another situation in the second half with Guillermo out of place. I think we had many more chances to score against our opponents. We scored the first goal after we started pressing them as we planned, and we had plenty of chances after that. Думаю, что если бы забили второй гол, моменты для этого, я считаю, что были. Забили бы второй гол, наверное, чуть раскрепостились к концу игры. Понятно, когда счет 1-0, любой момент, любой там, отскок, все что угодно, там момент был. То, что был штрафной, диагональ со штрафного, скидка в штрафную, напряг, так скажем, при счете 1-0, ну да, кажется, что на тоненького. Был бы еще 2-0, все было намного спокойнее. I wish we could score the second goal and then we could play much more attacking football, but when you play and the score is 1-0 and anything can happen, you have to play conservatively. Валерий Георгиевич, оцените, пожалуйста, на ваш взгляд, команда от матча к матчу прогрессирует вот именно в понимании того, что вы от нее хотите, или же это идет не так быстро, как вы желали? Do you see some improvements with the team from one game to another, or are you not happy with the progress that the team is making? Ну, конечно, я хотел, чтобы это было намного быстрее, по щелчку. Поставил 2 теории, сделал, поставил, и они сразу все стали делать. Так бы мне хотелось, да. Понятно, что это не так. Без тренировок там, в 100 раз сложнее, только с одними теориями и восстановительными тренировками. Понятно, что это чуть-чуть сложно. Но то, что там, сегодня, опять же, соперники оценивать, лучше команда или не лучше, тоже зависит, наверное, от соперника. Соперник хорваты — это одно дело, Кипр — другое дело, Мальта — это третье. Поэтому я бы здесь не оценивал сейчас игру и не хочу ее оценивать. Понятно, что можно и нужно лучше, но пока на данный момент, в нынешней ситуации, там 7 очков, 0 пропущенных мячей в 3 играх, нормально, так скажем, ничего сверхъестественного, но более-менее. Of course, I would like to see more progress. I would like this to happen instantaneously. You know, I just explain things to players in theory and they put this into practice straight away. But it's hard to accomplish that without proper practice sessions when all we have time for is recovery sessions. And I'm not sure you can say that we can see clear progress from one game to another because we played 3 different opponents. Croatia, Cyprus, and Malta, but I think the result is pretty good. We got 7 points out of 3 games and 0 goals scored against us. So it's not something fantastic, not something we can be proud of, but it's not too bad, I think. Валерий Георгиевич, расскажите, почему Георгий Джики остался сегодня на скамейке запасных? И второй вопрос: в качестве хозяйской команды вы впервые вышли на поле стадиона «Спартак», который при вас еще начинался строиться. И расскажите вот секрет вашего плаща. Кажется, что в нем вы когда-то еще в Лужниках ходили, будучи главным тренером «Спартака». Это тот же самый, может, это какое-то на счастье, фарт. Could you please tell us why you decided to keep Chiki on the bench today? And this is your first home game at Spartak Arena. And maybe you could tell us about your overcoat. I remember you wearing the same coat at Luzhniki when you played. And maybe this is just a lucky charm. Is there anything special about your overcoat? Ну, Джиги, как и некоторые другие игроки, там тоже Самошников, оценивали, естественно, после состояния физической. После игры с Кипром сыграл 2 игры по 90 минут. Функциональное чисто состояние после восстановления не самое было лучше, поэтому играл Сипенко, ну, если конкретно про Джики говорить.
поэтому Мария не смог принять участие, поэтому Кузяев вышел справа, а Караваев слева, потому что, повторюсь, даже анализы крови показывают усталость. У одних игроков больше, у других игроков меньше, поэтому из-за функционального состояния для кого, еще выбор игроков еще идет из этого. По поводу плаща, сегодня был в плаще в пальто от фирмы Альбиона, который был у меня, и вот этот костюм, и это же пальто, так что по поводу такого плаща, который был, по-моему, на той игре с хорватами, может быть, про него тогда увидели. И, честно говоря, просто не видно было конкретно. нет, сегодня было пальто. То самое, да? То самое, какое-то самое. Выдали вчера его. То самое. С хорватами. Нет, с хорватами был плащ, а сегодня было пальто. Издалека вам просто не Ну, я об этом говорю. Ну, видите, вам интересно, джинсы мои, пряжки мои, футболки, плащи, пальто. Ну, нормально, что. Плащ хоть тот. Да фиг знает, если помнишь. On GK, we had to assess the physical condition of our players, and this was not just GK, Samoshnikov and others. GK played 2 games of 90 minutes, so he did not fully recover after those 2 games, so we had to play Osipenko instead of him, and Mario Fernandez was also not available, so we had to play with Daler Kuzyaev on the right flank and Karavayev on the left. And even the blood tests of players indicate that they have not fully recovered. So that's that. And as far as my overcoat is concerned, no, this is a totally different overcoat. It's not the same one, not the one I wore during the game against Croatia. Ребят, два вопроса последних, если, пожалуйста. Валерий Георгиевич, как сейчас ваше состояние? Вчера говорили, что после вот этих 10 дней со сборной нужно уехать в лес на несколько, да, еще дней. Как вы сейчас? Вы опустошены, воодушевлены, вы уже головой, может быть, в следующем цикле? И смотрели ли, следили ли скорее, да, за то, что хорваты нас уже обогнали там за счет одного вот этого забитого мяча? Обидно, что вот Осипенко не засчитали. Как вам вообще показалось, был гол или нет? You told us yesterday that after these 10 intense days, you want to go to the countryside and spend a few days with your phone turned off to decompress. So how are you feeling now? Maybe you're already thinking about the future. You may know that Croatia scored 3 goals against Slovenia. They're now at the top of the table. So perhaps it's a shame that the goal scored by Osipenko was cancelled. So what do you think about yourself? What do you think yourself about this episode? Do you think it was a goal? Ну, по поводу опустошения, пока еще вообще, честно говоря, не понимаю. Сейчас выйду со стадиона в машине, может, что-то там пойму вообще, какое мое состояние. Сейчас пока еще все, так скажем, на иголках по поводу, что там еще было, по поводу Хорватии. Зашли в раздевалку, когда зашли в раздевалку в поле, сказали, что Хорватия выигрывает 2-0, тогда был, по-моему, счет. Ну все. Жалко, что не засчитали, ну, жалко, если значит не было, видимо. Что жалеть, ну, не забили, там еще моментов было достаточно, чтобы забить. Обидно, ну обидно, да. Могли, ну могли, наверное. Могли пропустить, тоже могли. I'm not sure how I feel. I feel a little bit jittery right now. I cannot answer that question straight away. On Croatia, as soon as we left the pitch and entered the dressing room, they told us the score was 2-0. It was 2-0 at the time. So yeah, it's a shame that the goal scored by Osipenko didn't count eventually, but we had other chances to score. Of course, it would be nice if we scored the 3rd goal. Если запускать в лес, собираюсь, да. Копать. Пару-тройку дней. В тайгу? Не знаю, еще сейчас не выбирал, еще некогда было. Найдем лес, в России лесов много. Так что я думаю, с этим проблем не будет. Валерий Георгиевич, вы сейчас на месяц распрощались с командой, с футболистами, да? Что вы им что-то говорили перед тем, вот как вот сейчас вы расстались в раздевалке? You will spend the next month away from the team, away from the players. Did you say a word of farewell to your players in the dressing room?
Ну да, не, ну, естественно, говорили, естественно, сказал, поблагодарил всех, и футболистов, и тренерский штаб административных за этот сбор. Понятно, что было не просто всем, много нового, много незнакомого, много новых людей. Со всеми надо было познакомиться, чисто психологически, я думаю, что футболистам тоже было тяжело. И сразу игры. Причем такие игры, то есть не товарищеские игры, а сразу официальные игры, и права на ошибку нет. Я думаю, что всем было тяжело, поэтому, естественно, всех поблагодарил и попросил, теперь зная, так скажем, наши требования, мои требования, попросил ребят готовиться к матчам, к серьезным матчам со Словакией, Словенией, и пожелал удачи в клубах. I definitely thank the players in the dressing room, and not just the players. I also thank the coaches and the rest of the staff. These last few games were pretty tough, and we had a lot of new things. And psychologically, I think it was tough for players. This was a new start, and those games were not just friendlies. These were pretty important qualification games. So now that the players are familiar with my expectations and requirements, I just ask them to prepare better for the upcoming matches against Slovakia and Slovenia, and wish them the best of luck with their upcoming games in their clubs. Напоследок хотел бы посвятить эту победу, знаете, все, Локомотив Ярославль 10 лет назад разбилась команда. Победу и от ребят, и от себя лично хотим посвятить этому клубу. Все, да. Спасибо. Спасибо. A last comment from me. You all know what happened 10 years ago today, the terrible accident that happened to Lokomotiv Yaroslavl. So we dedicate our victory to Lokomotiv. Thank you.